Первый сезон Атаки Титанов, закончившийся на сражении Эрена и Эни, обещал в своем продолжении еще больше загадок, тайны и, конечно же, мяса. Так оно и случилось. Титаны в стенах, невиданный ранее звероподобный титан, раскрытие личности многих врагов. Все это и многое другое было показано нам во втором сезоне. А вот что показано не было, так это жестокие эпизоды, насилие и прочее. Об этом я и предлагаю сегодня поговорить. Вы даже не представляете, насколько может первоисточник в лице манги отличаться от своего воплощения на экране. Напоминаю вам, что набираем 2000 лайков под этим видео, и выходит третья часть по третьему сезону аниме. Также, если вы хотите увидеть цензуру других аниме помимо Атаки Титанов, то пишите максимальное количество комментариев с названиями этих тайтлов. Чем больше будет комментариев с названием какого-то аниме, тем намного больше шанс, что я сделаю видео именно по этому произведению. Ну и про подписку на канал не забываем. Для тебя это всего лишь один клик, а для нас несколько дней работы. Ну а ты на канале Лайера, а во Мария. Друзья, меня давно спрашивают: Лиера, где ты читаешь мангу? А я вам отвечу: я их читаю в телеграм-канале, ссылочку на который я оставлю для вас в описании к видео. Все самые новые и популярные тайтлы выходят раньше всех именно в данном телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании и читайте вашу любимую мангу и манхву раньше всех. Начнем с самой первой серии второго сезона. Титаны, объявившиеся за стену Роза, сеют панику среди солдат. Оно и неудивительно, с падением второй стены человечество лишится половины территории и столько же населения. Неизбежен голод, войны и гибель всего населения внутри Сины. Первыми дать отпор Титанам выпадает шанс небольшому отряду разведкорпуса во главе Майка Закариса. Он в одиночку оборонял служившие солдатам убежищем здания, пока не был сбит на землю лошадью, которую впустил в него Зиг, а.к.а. звероподобный Титан Макака. Упавшего разведчика тут же пытается съесть мелкий глазастый Титан, но ему мешает все тот же звероподобный Титан. Здесь-то цензура впервые показала: фиг вам, а не зрелище. Глазастое чудо, не послушавшее прямого приказа Зика, было им же с особой жестокостью раздавлено. Глаза его вылезли из орбит, голова лопнула, словно арбуз. Бездыханное тело повалилось на землю. В самой манге эти несколько фреймов были отрисованы с тщательной проработкой деталей, в то время как в аниме. В общем, безжалостные редакторы такую красоту побоялись впустить в производство. Да, глаз улетел, но не более. Неудобный ракурс и пара от ранений скрыли все самое смачное. Смерть Майка была подвержена меньшим изменениям, и особых отличий в серии от главы нет. Продолжая тему, стоит упомянуть про сцену в родной деревне Саши, когда девушка примчалась туда с целью предупредить местных жителей об опасности. Ей удалось обнаружить только 2 человек: маленькую испуганную девочку и ее маму, пожираемую Титаном, но все еще живую. Драматизма происходящему прибавляет не только то, что все это происходит на глазах ее дочери, но и тот факт, что шансов на спасение у нее нет. Монстр откусил от нее огромный кусок, и женщина умрет, к сожалению, в любом случае. Даже если ее не съест Титан, а именно так и случилось, она умрет от боли и кровопотери. Различий между аниме и мангой не сильно много, но в первоисточнике само место укуса показано более выраженно, что дает возможность сделать выводы о точной гибели этой женщины в будущем. Перемещаемся на несколько серий вперед, к сражению разведчиков в замке Утгард. Пока солдаты с УПМ сражаются снаружи, оставшимся внутри приходится отбиваться от прущих снизу 2-3-метровых титанов. Райнер, будучи самым сильным из присутствующих, история не в счет, первым отправился вниз проверить наличие этих самых титанов. Спешка сыграла с ним злую шутку. Вылезший из ниоткуда уродец сильно укусил смельчака, оставив на его руке шрам. В манге укус был показан чуть более натуралистично. Кожа вокруг зубов сжалась, натянулась и была готова вот-вот лопнуть. Аниме же обошлось без столь яркого обозначения ранения, но все равно верно передала мучения персонажа в этот момент. Я мимолетно упомянул защищающих замок солдат. Какая участь ждала их? Первых 2 солдатов убил прилетевший со стороны стены камень, брошенный звероподобно. Нанабу и Гергера, оставшихся в одиночестве, прикончили Титаны, кучей собравшиеся вокруг башни. Их в буквальном смысле разорвали, что было одинаково показано как в манге, так и в аниме, что для меня крайне удивительно. Но уже в следующем эпизоде цензура разгулялась вовсю, и Мира, оказавшаяся Титаном, встала на защиту своих товарищей. Она без раздумий прыгнула в самую гущу Титанов, отрывая им куски плоти, конечности, не давая им уронить башню. Пожалуй, сразу опишу вам, как аниме урезало эту сцену. Как и в прошлом сезоне, в ход шли ракурсы, скрывающие раны и само собой пар от тех же ран. Таким образом, аниматоры скрывают 90% насилия в аниме, что печально. Вновь переместимся дальше по сюжету. Райнер и Бертольд, открывшие Эрену тайну об их силе, в надежде на то, что он согласится пойти с ними, спася тем самым людей внутри стен, были атакованы Микасой. Она, как и большинство из присутствующих на стенах в этот самый момент, уже была в курсе того, а может и не в курсе, но точно подозревала, кто скрывается под масками колоссального и бронированного Титана. А поэтому ее реакция не заставила себя ждать. Райнеру она отрубила кисть руки, попутно разрезав поперек другую, а Бертольду рассекла шею, оставив обоих истекать кровью.
но не убив окончательно. Когда я смотрел эту серию впервые, ознакомившись на тот самый момент с мангой, мои зубы непроизвольно скрипели, а кулаки сжимались. Настолько серьезную цензуру я не видел со времен первой серии, где Титан Дины съел маму Эрона, обрезанная культя Райнера осталась за кадром вверху, а рана Бертольда была удачно им же прикрыта своей рукой. Вручите уже премию тем, кто придумал цензуру 18+ аниме. Хотя стоит заметить, что в некоторых моментах аниме справляется на порядок лучше, чем манга. Особенно это заметно в эпизодах, связанных с похищением Эрона Райнером и Бертольдом. Помните ли вы тот самый знаменитый кадр с криповой Микасой, разлетевшийся на сотни мемов? Спешу сообщить, что здесь художники улучшили фрейм из манги, придав ему поистине культовый статус среди зрителей Атаки. Теперь у зрителей не остается сомнений в серьезности намерений Микасы. Настолько ее взгляд оказался жутким. Продолжая тему жутких лиц, хоть кто-нибудь помнит, что Армин у нас не только добряк и любитель поговорить, но и скрытый садист, а также манипулятор. В своих целях он способен запугать любого противника. Когда до Эрона было и рукой подать, но его все еще сдерживал Бертольд. Армин ярко продемонстрировал свои скрытые способности. Ища способ вывести его из равновесия, он смог зацепиться за симпатию Бертольда к Кенни, а во мгновение ока он придумал историю о том, как она подвергается ежедневным пыткам, держится на грани жизни и смерти без возможности спастись. Его лицо при этом исказилось настолько, насколько это возможно. Если, конечно, не считать момент в третьем сезоне, но о нем, пожалуй, в следующий раз. В манге его лицо, конечно, тоже не предвещало ничего хорошего, но в аниме это раскрыли на полную. А вот за что я не могу похвалить аниме, так это за то, как было показано потеря руки Эрвина, спасение им же Эрона и последующая смерть Ханнеса в том же эпизоде. Когда Титан откусил руку Командора, был изменен не сильно, хотя в детализации аниме немного проигрывает манге. Более сильной цензуре подвергся момент атаки Эрвина, когда тот, уже лишенный руки, разрезает путы, связывающие Эрона. Часть руки, оставшаяся после укуса, была спрятана за обрывком рукава разведчика, пропитанного кровью. Место удара мечом не изменили, хоть и на этом спасибо. Закончит наш сегодняшний парад жестокости Ханнес, а точнее его смерть. В попытке спасти Эрона и Микасу он в одиночку кинулся в бой, не дожидаясь подкрепления. Правда, стоит сказать, что это была вынужденная мера. Свободных солдат практически не было, а те, кто спешили им на выручку, банально не успели бы ничего предпринять. Судьба распорядилась так, что Ханнес спал от руки той, которой он грозился отомстить. Титан оторвал ему ноги, сдавил так, что Ханнес практически распух, а после запихнул себе в глотку. Естественно, так все было только в манге. Аниме оставило за кадром все подробности, украсив, так сказать, все мылом, отдаленностью камеры и прочим. При просмотре серии невозможно понять, как именно погиб полюбившийся нам алкаш, но менее трагичной эта ситуация не становится. Подводя итоги, хочу заметить, что в этом сезоне моментов тотальной цензуры куда меньше, чем в предыдущем. Возможно, дело в его продолжительности. Первый сезон, кто забыл, был разделен на две части и имел более 20 серий, либо в сюжете, события которого были не столь кровавые, что ли, чем раньше. Так или иначе, цензура, хоть и в меньших количествах, присутствует, отчего некоторые важные для произведения моменты были сильно урезаны, но спешу сообщить, что все сказанное ранее цветочки по сравнению с тем, что нас ждет в третьем сезоне, но об этом как-нибудь в следующий раз. Не забываем про лайк, 2000 лайков и я выпускаю видео по третьему сезону. Ты был на канале Лайера, большое спасибо за просмотр, делись этим видео в социальных сетях, ставь лайк и пиши комментарий. Ave Maria, друзья!